Женщина-нарцисс. Признаки нарциссизма у женщины. Давайте сегодня поговорим на эту тему. Как правило, когда мы слышим слово нарцисс, мы представляем себе мужчину. Ну, так как почему-то у нас в обществе так повелось. Тут есть определенная такая зерно истины, потому что действительно нарциссическое расстройство личности, в частности, чаще встречается у мужчин. Ну, по крайней мере, чаще диагностируется. Такова эпидемиология, такова статистика. Но поскольку у нас у всех есть нарциссические черты в той или иной степени, а ярко выраженные нарциссические черты также есть и у женщин, и у мужчин. Тут я уже такой какой-то статистики никогда с ней не сталкивался, у кого там больше, собственно, ярко выраженных черт. Но сегодня мы поговорим о нарциссизме у женщин. Как правило, я записываю видео, где я беру частный такой вариант, когда вот мужчина нарцисс, а женщина рядом с ним, вот она находится в отношениях, она жертва нарцисса. Меня часто спрашивают, у вас что, видео только на женщин ориентированы? Дело в том, что мои видео ориентированы на моих подписчиков. И в своих комментариях я гораздо чаще встречаю ситуации, когда женщины пишут о том, что вот я находилась в отношениях с нарциссом или нахожусь, и вот такая вот ситуация. Естественно, поскольку я пишу свои видео не так куда-то в космос просто, чтобы они были просто чтобы были, а ориентируюсь на какую-то вот обратную связь, то я и записываю видео, в которых я очень часто оговариваю, что это частный случай, что вот, предположим, что давайте нарцисс это мужчина, а женщина находится с ним в отношениях, хотя бывает и наоборот. И вот там я разбираю какие-то общие вещи. Это видео я решил посвятить конкретно женщинам-нарциссам, и мы с вами сегодня поговорим о 5 вещах, которые смогут вас как-то вот сподвигнуть на то, чтобы заподозрить, что у этой женщины есть ярко выраженные нарциссические черты. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений, и сегодня мы с вами поговорим о 5 нарциссических чертах у женщин, как это в поведении проявляется, на что обращать внимание. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первая поведенческая черта, на которую стоит обратить внимание у женщины-нарцисса, это такое превосходство через жертву. Это эксплуатация роли мученицы, такой жертвы, человека, у которого постоянно вот все не везет и все не получается. По сути, мы здесь говорим о скрытом нарциссизме или нарциссизме уязвимый тип, еще это называется. Это когда человек привлекает к себе внимание, получает какую-то вторичную выгоду за счет того, что у него постоянно что-то вот происходит, какая-то беда, какая-то катастрофа. Это либо может быть женщина, у которой постоянно что-то вот поломалось, придите мне, помогите. Я не могу разобраться. И здесь вот какая-то, вот я пришла в магазин, а там передо мной закончился какой-то товар, я теперь не знаю, что делать. То есть она вроде бы как показывает свою несостоятельность, и этой несостоятельностью пытается людей как-то привлечь к себе и что-то от них получить. Ну или вторая такая распространенная ситуация, когда, скажем, мать уже своим взрослым детям, у которых уже у самих есть дети, говорит, что вы неблагодарны. Я вот на вас все здоровье загробила, там личную жизнь свою не устроила, карьера там как-то пришлось отказаться. И все это вот ради вас, а вы даже не можете просто всего лишь навсего каждый день ко мне приходить в гости или там, не знаю, делать мне что-то для меня такое, чего бы я хотела. Потому что вы неблагодарны. Я и вот как бы и жизнь свою как-то вот потратила на вас, и сейчас благодарности не имею. То есть человек беда, человек такое несчастье, человек постоянные какие-то мучения. Если женщина таким образом себя позиционирует, то вот это один из признаков нарциссизма. Вторая поведенческая черта, на которую стоит обратить внимание у женщины-нарцисса, это одержимость внешним образом. Причем я здесь говорю не только о внешнем виде, а вот этот образ, то есть как я себя веду. То есть это женщины, которые выглядят такая красивая, успешная, не знаю, занятая, у нее куча увлечений. Они могут, поскольку сейчас это общее место, вести какие-то социальные сети и там показывать, что у них жизнь полностью как-то вот наполнена. Но при этом, если у вас появляется возможность как-то приблизиться к такой женщине, то вы понимаете, что ее вот близкий круг, он пуст, его нет, у нее, если есть какие-то друзья, то там какие-то поверхностные отношения такие функциональные. Либо вы обращаете внимание, что в принципе в близком таком общении она ведет себя токсично, то есть как-то высокомерно, отстраненно, как-то вот, сложно с этим человеком как-то находиться рядом. Вот тут важно обратить внимание на это несоответствие. То есть выглядит человек, как будто бы у него жизнь полная чаша, а когда приближаешься, то там вот какой-то дефицит. Скрывается какая-то пустота. Вот бывает так вот смотришь в глаза такой женщине, она вроде как губами улыбается, а глаза такие вот какие-то, в них какой-то или ужас, или пустота, или какая-то грусть бесконечная. После общения с такими женщинами бывает такое ощущение, что здесь как будто бы меня пытались обмануть, как будто бы это было не тем, чем вот оно казалось. То есть что-то здесь вот такое, я что-то не понял, что-то здесь было неясное вот в этой женщине. То есть, опять же, если вот есть одержимость внешним образом, но при этом как-то оно не клеится, то также это может быть проявление нарциссизма у женщины.
Третья поведенческая черта женщины-нарцисса – это пассивная агрессия и такая тайная враждебность. Ну, пассивную агрессию нарциссы часто используют, поскольку вот какая-то прямая конфронтация, если здесь невозможно, если нарцисс чувствует, что ну вот я не могу сейчас как-то наехать и прямо вот точно победить, то нарцисс использует пассивную агрессию. Ну, собственно, поскольку женщины, ну, так как-то социально принято, менее такие конфронтирующие, более социальные, ну, это правда, то женщины-нарциссы чаще используют пассивную агрессию, то есть какие-то обиды, недосказанности, саботирование отношений, либо тайную враждебность, как такой, знаете, очень дипломатический такой тонкий подкол. Ну, например, там вот она может сказать какой-то своей подруге, что ну, ты, конечно, не модель, но это платье тебе очень идет и скрывает выгодно твои там какие-то особенности и нюансы. Таким образом, женщина-нарцисс как бы может прямо подколоть свою подругу, ну, оба понимают контекст этого высказывания, но поскольку форма такая вот подобранная, то получается, что вроде как тут как бы ну прямо и не подберешься. Поэтому с такими женщинами, если вы находитесь в отношениях, здесь важно всегда прояснять, что значит я не модель, что значит какие такие мои особенные формы, что ты имела в виду. Таким образом, вы если как бы заставляете такую женщину как-то ну, объясниться и прояснить, что она имела в виду, она может ну, пойти либо на такую прямую конфронтацию, и вы поймете, вот человек здесь значит, таким образом ко мне относится, либо такая женщина-нарцисс в ваш адрес больше себе не будет позволять таких вот подколов, потому что она будет понимать, да, такую тут недосказанность подвешенная оставить не удастся, надо будет потом как-то ну, объясняться, почему я так сказала, и оно мне вообще не надо. Четвертая поведенческая черта женщины-нарцисса – это ревность к чужим успехам, вообще к чужим проявлениям. То есть, общаясь с такой женщиной, вы заметите, что как только вы говорите о том, что ну, у вас что-то вот интересное произошло, у вас что-то вот ценное есть, вы это как-то вот, ну, рассказываете с гордостью, что у меня там, не знаю, повышение на работе, или я там встретил интересного человека, или, ну, вот, не знаю, что-то вот у вас такое хорошее. Более того, даже если вы говорите о каком-то своем знакомом, о каком-то вообще человеке, которого, может быть, она даже и не знает, у которого есть что-то, ну, чем можно гордиться, женщина-нарцисс это воспринимает как попытка затмить ее. То есть она это воспринимает, как вот сейчас в разговоре говорят о ком-то с превосходной стороны, говорят о чьих-то успехах, но это не я. Она будет стараться либо перевести разговор на себя, то есть как-то да, ну это, конечно, хорошо, но вот у меня на работе, например, вот то-то, то-то произошло, и как-то будет пытаться как-то выпячивать свои какие-то достижения. Либо будет обесценивать то, что вы говорите. Ну, то есть там, вы, скажем, говорите, что у вас какое-то повышение, а она говорит, ну да, у тебя такая работа, конечно, не позавидуешь, хоть бабки платят. То есть либо она переводит разговор на себя, либо она обесценивает говорящего. Она ревнует к достижениям других людей, чтобы это не затмевало ее. Пятая поведенческая черта, на которую мы обращаем внимание у женщины-нарцисса, это когда женщина старается получить нарциссическое расширение через своих детей или близких. Ну, например, когда мама там маленьких деток как-то так наряжает во все какое-то брендовое, там, дорогое, вот, и вот фотографируются с ними, как-то вот они в садик там или в школу приходят, вот они красивее всех, наряднее всех. И само по себе это как бы неплохо, но вот в отношениях с детьми видно, что мама не сильно учитывает их интересы. То есть дети для нее как такой, ну, вот аксессуар в каком-то смысле. Такой тонкий момент, потому что ну, любая женщина, в принципе, реализуется и как-то репрезентует себя через детей, потому что дети, в принципе, они ну, не самостоятельны, понятно, что ребенок не сам себя одевает. Но вот здесь вот ключевой момент то, что дети такие, знаете, вот с иголочки как-то вот выглядят, а вот близкого какого-то отношения видно, что здесь не хватает. То есть как-то ребенок плачет, мама стоит, вот если никто не видит, то и пусть плачет. Если, например, кто-то видит, то она перестань плакать, ты меня позоришь, и ты у тебя сейчас, не знаю, лицо опухнет, будешь некрасиво выглядеть. Если это уже взрослые дети этой женщины, или, скажем, какой-то ее партнер, она может манипулировать, ну, предлагая, знаете, как бы условия ее любви. То есть вот когда что-то вот получилось так, как ей хотелось, она говорит, ты молодец, у тебя получилось, я тебя люблю. Если там, например, что-то происходит, что ей не нравится, вот можешь меня забыть. Там, уедешь, например, она говорит своему ребенку, учиться в другой город поступишь, вот все, можешь меня забыть, у тебя матери больше нет. То есть, грубо говоря, женщина-нарцисс воспринимает людей вокруг себя как объекты, с помощью которых она ну, получает вот это вот внимание, поддержку, какую-то, не знаю, самореализацию. За счет этих людей вне контекста отношений с этими людьми. Отношения с этими людьми может быть формальное, либо его вообще может не быть. То есть, ну, как бы есть ребенок и есть, но я как бы там какие-то формальные, функциональные обязанности выполняю, а там что, чем он живет, что он чувствует, как он переживает, это как бы, ну, некогда. Надо работой заниматься, еще чем-то там, личную жизнь свою строить.
Как я уже и говорил в начале видео, нарциссические черты, в общем-то, есть у всех людей вот так или иначе. Поэтому здесь вот иногда бывает сложно разобраться. То есть ты сталкиваешься с нарциссическими чертами, а вот это нарцисс женщина, или она просто сейчас как-то, ну так сказать, декомпенсирована, вот она в этот момент так себя ведет. Если вы понимаете, что где-то в вашем кругу есть человек, с которым вам сложно понять, как себя вести, и вы хотите с этим разобраться, можете записаться ко мне на индивидуальную консультацию. У меня в описании под каждым видео есть ссылки на мои соцсети. Пишите мне личное сообщение, мы с вами договариваемся. Иногда вот нужно как бы расставить акцент, и этого уже достаточно. Иногда нужна какая-то вот более длительная терапия. Если у вас есть личный опыт общения с женщиной-нарциссом, с такой вот яркой женщиной, и опыт такой тоже яркий, положительный, отрицательный, можете им поделиться. Я вам всегда благодарен, когда вы пишете о своем каком-то вот опыте, потому что это всегда важно и для меня, и для других подписчиков. Опираясь на ваши комментарии, я часто записываю следующее видео, поэтому, пожалуйста, делитесь. Если вам это видео понравилось, ставьте лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.